Всем привет! Сегодня вас ждет базовый домик, который я уже давно задумывалась построить. То есть такой домик, в котором может селиться семья только если вы ее создали. И на самом деле, пока я все это делала, я сделала для себя очень много открытий, потому что я давненько уже в геймплей, не заходила, не интересовалась, как-то так вот получилось. И я узнала для себя много нового. Например, то, что если создавать историю персонажей, то есть я, когда создавала своих конкретных персонажей, я воспользовалась историей, это удобненько, если вы каких-нибудь рандомных персонажей делаете, потому что это насыщает их работой, какими-то интересами. То есть я хотела, чтобы у меня был дом такой вот под определенных персонажей, но с определенным бюджетом. Так вот, я создала своих персонажей, и оказалось, что у них очень много стартовых денег. То есть им дали 49 тысяч, это прилично, очень сильно. Я подумала, что это им жирненько, потому что я помню, что всем всегда давали по 20 тысяч, потом в какой-то момент стало больше, 22 тысячи, я решила остановиться на 24 тысячах, потому что, все-таки 49 это прилично слишком. Мне кажется, как-то жирненько для старта. Как-то у меня память избирательная на этот счет, что мне казалось, что как-то поменьше, раньше давали. И как раз-таки на 20 тысяч надо было построить первый домик. Потом, кстати, когда появились квартиры, конечно, началась лафа, потому что, квартиру ты арендуешь, ты ее не покупаешь, но тебе на стены не нужно тратиться. И поэтому больше на обустройство. Я, кстати, из-за этого челлендж 100 детей проходила в основном именно в квартирах, потому что все-таки для старта это удобнее, потому что пока ты заработаешь на нормальный дом, который будет более-менее функциональным, но это уже другой вопрос. Я, кстати, тут подумываю все-таки над челленджами, возможно, все-таки скоро они выйдут, потому что у меня небольшой творческий кризис относительно строительства, что-то как-то он не проходит, я все надеялась, что он пройдет вот-вот, но как-то нет. Так что, возможно, я буду проходить челленджи. Это мне как раз-таки сейчас очень интересно, потому что я соскучилась по геймплею, по каким-то задачам, выживалкам всяким. И я, в общем, люблю, когда много разных условий, каких-то ограничений. Ладно, вернемся к этому дому. Так вот, я себя ограничила 24 тысячи, и я немножко, на самом деле, намудрила с, не обстановкой, а планировкой. Планировкой этого дома, потому что у меня здесь отдельная столовая, достаточно большая ванная, какая-то прихожая. Можно было это все немножко проще сделать, но в целом я потом уменьшила дом, то есть я на самом деле, это, кстати, не первая вариация, это, наверное, уже 4-я вариация этого дома. Первые варианты мне вообще не понравились, что-то я как-то накрутила, навертела, совсем большой дом сделала. Я уже отвыкла строить с таким маленьким бюджетом, когда очень много строишь таких просто домиков красивых, ты привыкаешь так размашисто это все делать, а когда, в общем, я давно не строила с очень ограниченным бюджетом. И, в общем, поэтому мне было очень интересно строить этот дом. Так вот, что я вам хотела сказать, что, в принципе, когда я построила саму коробку, когда я начала наполнять, я делала так, что я сначала поставила все самое необходимое, такой минимум того, что нужно, без декора, то есть, чтобы обязательно там была ванная, раковина, туалет. Ванну я сделала, потому что у меня вообще семья, мама, папа, школьник и маленькая девочка, тоддлер. Поэтому для тоддлеров обязательно нужна ванная, это уже как ни крути. Это нужно прям обязательно, потому что их нужно регулярно там купать. И, в принципе, я люблю этот вариант ванной с душем, он, мне кажется, самый оптимальный для большой семьи. Конечно, для большой семьи лучше бы 2-я ванная, но это уже такое. Папа в этой семье, он, по-моему, модный инфлюенсер, что-то такое, но это историей выдалось. Этот вариант такой я бы такое, наверное, не сделала, но это какие-то мои стереотипы, но оно выпало у меня по истории, я думаю,
ладно. Для него нужен был ноутбук обязательно, и вот это какая-то там, какая-то штука, как она называется, короче, доска какая-то для создания образов. Вот, ее нужно было где-то разместить. Но опять-таки, это я вот создавала себе определенные условия для того, чтобы они были, чтобы не просто какой-то безликий дом, а для того, чтобы он все-таки был какой-то с небольшой все-таки историей, условиями и так далее. Мама же у нас занимается садоводством, она не работает, почему-то ей решили лишить работы, но учитывая то, что у них тоддлер маленький, в принципе, это логично, что она может оставаться дома, но и заниматься садом. Поэтому я и поставила эти штуки, как их, горшочки, где можно сажать. Вот. Я думаю, что если бы я играла за эту семью, то как только тоддлер вырастет, можно было бы пойти работать мамочке. Ну, кстати, садоводом, по-моему, можно, фрилансером или что-то такое, вполне себе можно работать. Так вот, после того, как я насытила квартиру всем самым-самым необходимым, кроватями, там шкаф, ну, это не самое необходимое, но такое более-менее. Я уже начала заниматься декором, то есть все равно немножко того добавила, этого, игрушечек детям добавила, потом своему школьнику я добавила еще стол, шкафчик, ну, то есть начала на оставшиеся деньги немножко обустраивать эту квартиру, для того, чтобы можно было ее обжить немножечко. Вот. Все-таки шторки везде повесила. Очень спасает экожизнь, потому что очень много предметов из этого набора, они такие более недорогие. И вообще я узнала цены на любимые мною предметы, насколько они разные и интересные. То есть есть много моих любимых предметов, которые стоят там 30 миллионов. Есть вот эти штуки для вертикального сада. Они очень дорогие оказались. И там 350, что-то такое. Я не ожидала такого подвоха от них. Но в принципе, мне, конечно, очень понравилось. Я еще очень хочу базовую квартиру вот для мамочки в челлендже построить. Но я там пока искала для себя челлендж, я еще много каких нашла. Я еще, может быть, для пекарни построю, еще что-нибудь. Это такие самые популярные челленджи, но на самом деле их очень много, и они все такие немножко расплывчатые, потому что, ну, как бы сами симеры их устанавливают, эти правила придумывают, и каждый уже немножко играется, как он хочет. Плюс я заметила, что есть большая разница между англоязычным и русскоязычным челленджем. Очень часто в каких-то таких деталях почему-то отличаются очень сильно, радикально так бывает, иногда отличается. Но все-таки, в общем, интересно попробовать. Я еще нашла, кстати, челлендж «Старшая сестра». Возможно, я его все-таки возьму, потому что 100 детей – это, конечно, такой классический, с которого все начинают. Я его, думаю, тоже начну, потому что у меня есть уже пройденный больше, чем наполовину, но я его проходила для себя, и он такой вроде бы интересный, захватывающий, но ты достаточно быстро от него устаешь. Вот я от одного из симеров слышала, который проходит этот челлендж 100 детей, слышала о том, что челлендж 100 детей нужно проходить с большим перерывом между сериями, между подходами, потому что тебе нужно соскучиться по ним, потому что он такой, по сути, однообразный, потому что тебе нужно, если там дети выросли, быстренько бежать, где-то находить нового папашку, потом как бы заниматься детьми, а потом все заново и заново и заново. И это, в принципе, в корне достаточно однообразно, но много чего случается, тем более, что сейчас новые дополнения, можно теперь, чтобы мамочка занималась не только там садоводством и рисованием, можно еще что-нибудь поделать такое интересное. Но, в общем, это как-то разнообразит, мне кажется, процесс. Так что, в общем, я пока в раздумьях, как это все нужно, не нужно, хочу я этого или нет. И, кстати, последние деньги я потратила на обустройство кухни. Тут совсем чуть-чуть всего, но все необходимое как бы есть, и немножечко декорчика я добавила, совсем-совсем уже на последние деньги. И сразу хочу сказать, что я немножечко схитрила, потому что внешнюю обстановку я сделала за счет отладок. То есть я там елочки поставила, какие-то штучки, еще что-то.
Это я сделала уже за счет отладок. Но, в принципе, и вам советую. То есть очень удобно, если особенно вы какой-нибудь челлендж начинаете на участке, таком пустом и голом, это всегда так грустненько, и можно зайти в отладки и хотя бы сделать внешнее. Оно, конечно, будет чисто декоративным, то есть оно не будет функциональным и так далее. Как бы это логично, но для себя вы можете сделать такую приятную картинку за 0,7 миллионов. То есть, если получается пролистать отладки, то есть там будет частично то, что за 7 миллионов, как бы стандартный набор всех предметов, но если пролистать вниз, там всякие для декора уже будут бесплатные штуки, ништячки, которые можно поставить и как бы разнообразить немножко вашу обстановку. Можно что-то добавить, разбавить и поживее, посимпатичнее это все будет. Потому что иногда очень грустненько, когда начинаешь какой-нибудь челлендж или вообще въезжаешь там в новый дом, квартиру, все так грустненько, все так пустенько, хочется немножко хотя бы чуть-чуть разбавить, как-то что-то сделать, а то оно как-то, такое. Так что это чисто для вас, но вполне себе возможно. Так вот, я вместилась в 24 тысячи. Единственное, что потом я, немножечко схитрила, потому что я, честно, забыла, я очень хотела поставить вот эту коробку с подарками, с декором, из которого можно декор достать, из которого можно украсить дом. И, чисто логично, можно, конечно, было что-то, какую-то мелочь продать, потому что эта коробка, она стоит очень недорого, но я уже запустила жизнь и, немножко подзаработала денег. Короче, папашка сходил на работу, заработал денег, и за счет этого я купила эту коробку, достала кое-какие украшения там на улице, я поставила и украсила дом, собственно говоря. Я, кстати, долго не могла понять, что это за коробка, что она делает, но потом, когда поняла, что она дает, и теперь я каждый дом, конечно же, украшаю с большим-большим удовольствием. Ну все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк, и до следующих видео. Посмотрим, что будет, постройка или челлендж, я пока не знаю. Пусть это будет для вас сюрпризом. Все, пока-пока.